Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, август 2023 года. Давайте узнаем, что меня ждет, по мнению карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз всего лишь карты. Но я надеюсь, что подсказки вашего шестого чувства и образы карт помогут решить какую-то либо задачу, либо принять правильное решение. И мы условно разделим месяц на 3 декады, достанем 3 карты, а после раскроем каждую карту по основным сферам жизни, чтобы у нас создалось представление, может быть, о месяце, как видят карты. Первая декада, вторая и третья. Давайте узнаем первую. Влюбленные, у кого-то могут вопросы вашей личной жизни. Вообще это карта дипломатии или выбора, или когда мы должны с кем-то договориться. Но непосредственно в этой колоде золоченого Таро здесь больше про любовь, про какие-то чувства. Или, знаете, она может иногда говорить, что наш человек от нас на расстоянии, правда? Нам рыцарь здесь представлен как образ. И 2 колонны напоминают, как 2 колонны возле Верховной Жрицы, если вы помните эту карту. Это то, что скрыто от нас, но имеет основное значение при принятии решений. И то, что видимо, или то, что нам пытаются демонстрировать. Поэтому своего рода выбор или правильно оценить какую-то ситуацию нам точно придется. Но больше говорят нам о том, что есть какие-то приятные чувства, есть что-то очень важное в нашей жизни, которое касается области чувств или взаимоотношений. Давайте посмотрим. Это старший аркан, кстати. И поэтому какая-то ваша личная история, мои дорогие девы, хотим мы или нет, будет, видимо, оказывать влияние на составляющую первой декады августа. Знаете, здесь могут пройти еще, к примеру, если мы говорим о близких наших, да, какие-то, может быть, известия издалека, особенно если мы их ожидаем. И они тоже будут определять, чем мы займемся в начале августа, может быть. Или в течение первых 10 дней. Может быть, вы ждете уже какого-то известия или согласования, или вы ждете, когда съехаться вместе. Может пройти определенное, повторяюсь, расстояние, и для вас это, перейдет в какую-то необходимость документальную. Или может так сложиться, что как-то резко изменятся, опять же, обстоятельства. Мы уже сказали, старший аркан. Старший аркан – это когда не все в нашей власти, а именно больше по ситуации мы идем. И вот к этому в целом надо быть готовым. Ну ладно, давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес. Как видят карты? Что по финансам для дев? И что в личной жизни? Дела, работа, бизнес. Король Пентаклей. Вообще это ваша энергетика. И хоть меня девочки смотрят, неважно. Рассчитываю я сама на себя все равно. И надо сказать, стабильный период. Вот то, чем вы занимались, что вы делали. Или то, что себе наметили. В принципе, по делам у вас все получится. У короля Пентаклей по-другому быть не может, потому что он, в принципе, как рассчитывает на себя. И значит, он где-то уже распланировал, просчитал как какую-то составляющую в своей жизни или что зачем следует. Его сложно выбить как бы из колеи вообще, потому что он тоже предполагает, что события вокруг нас постоянно меняются. И значит, у него есть альтернативные какие-то планы, чтобы все равно решить какой-то свой вопрос. Не таким образом, так другим. Поэтому и он очень прочно стоит на земле. Поэтому это про вас, мои дорогие девы. Правда, здесь идет, даже если что-то не по плану, но вы все равно из какого-то хаоса, как и положено деве, создаете свой порядок. Все получается. И деньги будут. Но мы на деньги еще достанем одну карту, и 9 мечей, она говорит о том, чего нет. Это карта ночных страхов или ночного кошмара. Это то, что в реальности не существует, но, видимо, по какой-то причине мы можем словно окунуться в воспоминания, и они нас уведут совсем не туда, куда надо. Видимо, вот такая сильная позиция, как король Пентаклей,
Что есть сейчас по факту? Что на данный момент я могу времени совершить? Что из реальных моих планов для меня будет иметь значение через год, через два, через пять? Вот такие самые конкретные вопросы, они помогут уйти от девятки мечей. Что такое девятка мечей? По сути, это глубокая философия на мелком месте. Или какой-то наш проигрыш, понимаете? И причем этот проигрыш случился уже давно. Как бы сама по себе ситуация, она уже нас оставила, она ушла. А вот воспоминания в виде каких-то эмоций, они опустились на дно где-то, к нам в душу застряли буквально и не дают время от времени нам покоя в виде каких-то воспоминаний. Или для кого-то эта карта может конкретно означать нарушение сна, инсомния. Или это может быть еще и из-за усталости, мои дорогие девы. Поэтому чтобы нам ничто не мешало, как и зарабатывать деньги, так и правильно их распределять. Но уже нам карта Король Пентаклей сразу сказал и про финансы, и про какие-то ваши дела, что порядок, все стабильно, все идет, как вы хотите. Ну, а если с какими-то нюансами, тут не без этого, конечно, тут что-то происходит, то значит все равно вы любую ситуацию сможете выровнять. Но вот есть эмоции, которые просто могут помешать. И есть усталость, которая тоже может помешать увидеть какую-то реальность. Уставшие люди делают ошибки, поэтому отдыхаем. И если на деньги, мы не должны, кстати, потратить куда-то, но вам это не очень свойственно, но мало ли, всяко бывает. Сам по себе планетарный период у нас как раз идет еще ретроградная Венера, и она совершенно не способствует покупкам или какой-то трате, такой большой, глобальной, потому что с учетом того, что 23 числа июля, как и Венера в ретро-движении, так еще и к Меркурию тоже 23 июля присоединяется черная луна. И это, как знаете, искажение реальности. И именно по финансам есть опасность или как минимум риск купить то, что нам не надо. Или заплатить за то, что не нужно. Ну, поэтому вот примите это во внимание. В личной жизни паж жезлов у кого-то могут проиграться вопросы, связанные с детьми. Или это новость, известие, и, видимо, это может как раз касаться вашей личной жизни, именно ваших личных каких-то отношений. И вы можете раздумывать, а стоит продолжать или нет, стоит заниматься этим или нет. Для тех, кто один или одна, это может быть как какое-то предложение, к которому вы где-то можете быть не готовы. И из-за этого, кстати, где-то пойдут сомнения. Это может, знаете, у кого-то проиграться, что новые отношения, предположим, а был уже какой-то печальный опыт. И вот он нам будет о себе напоминать в виде какого-то минуса, пусть это на финансы, ну, может быть, в кого-то вкладывались, а в результате получилась совсем обратная ситуация. И здесь вот такой ворох воспоминаний, каких-то, не тех эмоций совершенно может искажать как картину настоящего, так и нас уводить от решения какой-то проблемы или конкретного, что ответить человеку, да или нет. Все тут по-разному у каждого, но есть определенно какое-то известие для кого-то из вас или вопросы с детьми. Хотя по пажу жезлов тут ведь чаще какие-то новые перспективы или предложения проходят. И я бы сказала, как раз нужно откликаться. У вас сейчас сильная позиция. И тут сколько ни раздумывай, пока не попробуешь, ничего не поймешь. Мои дорогие девы, правда. Тут нужно, наверное, где-то быть открытым миру и попробовать себя или в новом деле, или в новых отношениях, или, как-то пройти, может быть, по той ситуации через опыт, которую вам дает пространство, вселенная, судьба. От чего-то мы не должны отказаться. Я вот больше вижу именно так. Вторая декада. Повешенный. Если мы от чего-то откажемся, мы точно потом начнем думать и где-то сожалеть, правда? Держа руку на пульсе, надо воспользоваться, видимо, как и предложением, если таковое поступит, или, может быть, попробовать себя в каком-то новом деле. Потому что мы, с одной стороны, аркан повешенного, на нас опять же влияют какие-то обстоятельства, и нам какую-то ситуацию придется решать. Сколько ни ставь на паузу, наверное, не получится. И тут первый момент, что мы не должны оказаться, безусловно,
в подвешенном состоянии. Мы не должны оказаться заложником, опять же, своих каких-то грустных мыслей. Когда бесконечное обдумывание, оно ни к чему не приводит. Лучше один раз попробовать, чем 1000 раз это проанализировать. Иногда практика, критерий истины, от этого не уйдешь. С другой стороны, для кого-то из вас это может быть как подсказка не участвовать в каких-то мутных сделках, не соглашаться на какие-то предложения странных людей. Вот этот момент тоже. Или это может быть выход для кого-то из вас из прежней какой-то вашей, ну, такой застарелой проблемы, когда вы себя чувствовали словно заложником, иногда и жертвой. То есть, но для этого, опять же, потребуется какой-то альтернативный взгляд на вещи, увидеть с другой стороны. И вот эта карта, когда мы ее словно переворачиваем, эту ситуацию, реверс делаем на 180 градусов, посмотрите, нам показан человек, который танцует, словно этих цепей нет, это он себя как будто зафиксировал специально, чтобы сделать какой-то пируэт. Мы, понимаете, какую-то ситуацию переворачиваем на 180 градусов, и мы уже командуем парадом. И мы уже управляем ситуацией. Поэтому будьте внимательны. Проиграется по-разному. Наверное, все зависит от того, у кого какая будет ситуация, чего она будет касаться, как это будет выражаться по времени, по каким-то рамкам временным, да, ну и насколько быстро и реально вы сможете воспользоваться либо этой новостью, либо как-то изменить эту ситуацию. И ведь тут 1000 вариантов. Давайте мы посмотрим также, 3 карты достанем. Вторая декада месяца. Какое продолжение следует в делах, в деньгах, ну и в любви. В делах. Вот все, что я сейчас сказала, Верховная Жрица, это карта как раз независимости. И я должна сказать, деньги – это у нас способ взаимодействия с миром. Поэтому распределить правильно деньги, чтобы хватило на все. И чтобы попробовать какой-то вариант, себя не мучить и не думать, а получится, не получится. Вот попробовал уже точно, знаешь. Но и не рисковать собой, мои дорогие. Учесть то, что скрыто. Вот как раз я говорила, да, 2 колонны, как по карте Верховная Жрица. Вот посмотрите, здесь влюбленный, выбор, да, 2 колонны. Где-то Верховная Жрица тоже. Но она словно, похоже, 2 карты. Вот значит, в зависимости от того, как этот вопрос будет у вас, мои дорогие девы, начавшийся в начале августа, а может у кого-то это уже было и прежде, это из прошлого может что-то тянуться, как вы провзаимодействуете с какими-то обстоятельствами, новостями, будет зависеть, будет это продолжаться или нет. Или выйду я из какого-то подвешенного, замкнутого круга, или из каких-то ограничительных ситуаций, или нет. От ваших правильных действий будет зависеть очень многое. Тут на кону может что-то очень важное стоять. И у кого-то из вас это может быть личная жизнь. Вполне. Может быть оформление каких-то документов, бумаг. Такое тоже может быть. И этот выбор будет тогда касаться какого-то важного решения. Но по Верховной Жрице, если мы говорим одновременно, где-то затрагивая финансы, какую-то подушку безопасности определенно стоит иметь, потому что независимыми мы можем себя чувствовать, когда у нас определенная сумма есть в кармане и когда мы способны совершить какой-то маневр. Вот это будет для вас тоже важно, когда мы от кого-то не зависим, а можем словно, знаете, как переиграть. И вполне вероятно, я хочу сказать, что это может получиться. Деньги. Солнце, мои дорогие. Ну, посмотрите, 3 старших аркана. Какая-то ваша мечта, она точно осуществится. И в деньгах, видимо, как с людьми разными, может быть, сложными. Может быть, какой-то период, какое-то дело настолько застряло, стояло на паузе, что мы не могли буквально ничего сделать, решить или двигаться в том направлении, которое для нас предпочтительно. Но здесь вам будет Вселенная, мои дорогие, помогать, чтобы выйти вот из этого подвешенного состояния или из какой-то, знаете, зоны бездействия, из какой-то бесконечно временной паузы. И в середине августа уже козыри в ваших руках. Мне нечего добавить. По Солнцу это практически мы получаем то, что мы хотим.
в личной жизни, да и в личной тоже где-то, хотя нам выпадает девятка пентаклей, нам говорят, деньги будут, это деньги больше. И больше как будто ничего. Или это могут быть вопросы, связанные для кого-то, правда, с переездом, и вы будете обустраивать что-то или планировать на новом месте. У кого-то это может проиграться просто, откуда я буду получать доход. И для кого-то из вас, может быть, это организация семейного бизнеса, или это деньги вашего партнера. Но девятка по нумерологии, деньги мы не тратим, впереди перемены. Безусловно, тут и по картам видно, что будут какие-то перемены. Ведь посмотрите, в первую декаду нам выпадает старший аркан, а во вторую уже 3 старших аркана выпадает, которые нам говорят, что обстоятельства, они будут на нас влиять, хотим мы этого или нет. И окончание августа, 8 мечей, это опять же какие-то наши внутренние страхи, барьеры. По сути, это те барьеры, которые мы сами себе нарисовали. Или которые глубокой философией мы себе можем, по крайней мере, воздвигнуть. И по этой карте один только совет. Не мешайте себе. Реальность другая. Значит, для вас будет задача где-то не уходить в эмоции. Вы, как раз вас отличает как и жизнелюбие, мои дорогие девы, так и умение, как-то просчитать ту или иную ситуацию и увидеть реальность, которая есть. Но, может быть, из-за усталости какое-то вот это состояние к концу месяца, правда, может подкосить. Часто из-за усталости. И так человек устроен психологически, что когда мы на каком-то взлете или когда у нас все идет без стопора, а тут нам уже как раз про стопоры сказали, мы всегда более воодушевлены. Но как только что-то застряло, мы начинаем глубокую философию и возвращаемся не к тем моментам, где мы были победителями или когда у нас что-то получилось. Почему-то нас сознание наше возвращает в те минуты, которые у нас был проигрыш. И поэтому застрять есть опасность на глубине собственных мыслей. Давайте посмотрим. Дела, деньги, любовь. Что с делами? Да тут все прекрасно. Вообще, карта императрицы, еще один старший аркан. У кого-то проиграется ситуация в личной жизни, когда вы, правда, может быть, вы встречались друг с другом, а здесь вы надумаете уже жить вместе. Это смена статуса, мои дорогие. Императрица еще и карта власти. Пусть дела, работа, бизнес. У нас выпала эта карта на эту позицию. Безусловно, сама по себе карта уже говорит, что у вас все дела, то, что вы хотели, вы обустроите, совершите. Вы руководите процессом, командуйте парадом. Повторяюсь, где-то эта ситуация, она у вас продолжается и идет по нарастающей, но я бы сказала, в конце месяца мы словно застолбить что-то можем или оформить де юре. Как и отношения, так и дела, так и бизнес, все, что вы задумали. Здесь нет ничего невозможного по такому раскладу. Тут единственное невозможное себе не помешать какими-то неправильными мыслями. Для кого-то из вас это свидетельство о беременности, может быть. И пусть даже нам выпадает дела, работа, бизнес, но, может быть, в связи с этим придется какие-то дела спешно делать. Вы узнаете, что ждете ребенка. А кто-то выйдет замуж, вполне вероятно. Хотя я могу допустить, с учетом предыдущего периода, ведь меня смотрят разные люди, и у каждого какая-то своя личная история. И если ваши отношения уже фактически закончились, и вы в состоянии развода, вы тоже можете поменять статус, то есть вас могут развести, по сути дела, так. Но сильная позиция, все в вашей власти, деньги, 4 мечей. Где-то как продолжение 8, наверное, мечей, но вообще нам карта говорит, отдохни. Деньги не тратим. Нам сказали, что деньги будут, императрицы тем более, но не время что-то покупать, может быть, и продавать, кому-то что-то обещать. Тут время вкладываться в себя, в свое здоровье, допустим, подумать о самом себе, пройти какой-то курс профилактики, может быть, процедуры, но не те процедуры, которые колющие, режущие, нет, все-таки пока у нас ретро-Венера, как-то не рекомендуется, но походить в бассейн или как-то поддержать свое тело, свой собственный дух. Здесь, знаете как, когда выпадает 4 мечей, здесь нет какой-то опасности по этой карте, но есть стопор. И, видимо, есть какая-то остановка и в деньгах.
И часто эта карта говорит: приведи мысли в порядок. Значит, из-за какой-то усталости мы можем не видеть какой-то реальности. Мы с этого, собственно, начали. И другой момент, что из-за усталости, когда в режиме какой-то длительной нагрузки, это уже как хроническая усталость, наш организм тоже может дать сбой, и буквально болезнь нас тогда укладывает в постель, то есть какое-то недомогание. Вот профилактикой такого недомогания или уделить внимание собственному здоровью здесь наиболее будет продуктивно. Что у нас в любви или что в отношениях? По пятерке жезлов это карта информационного хаоса или какого-то спора, или еще какой-то неопределенности. Или, знаете, как может проиграться? Ведь у каждого, опять же, своя ситуация. Если вы что-то планируете, вы человек семейный или просто в паре, вы будете изучать какой-то конкретный вопрос, а информация будет разношерстной. Или такая: утром одна, в обед другая, а вечером пришла еще одна информация и отменила две предыдущие. И на чем-то как будто остановиться невозможно, правда? И определиться будет достаточно сложно. И это где-то, вот эта неопределенность, она может вызывать, как и вот эти мысли, потому что мы как будто можем вернуться в прошлое и начать что-то анализировать, а тут нечего анализировать. Это время такое. Или мы можем просто чрезмерно устать вот от какой-то неразберихи. И это может касаться не вашей личной жизни именно, вот ваших отношений, а обстановки как будто вокруг. Потому что именно обстановка среди людей, среди каких-то новостей может оказывать влияние не просто на личную жизнь, а на вас как личность. Поэтому отдыхайте, мои дорогие. У вас очень сильная позиция. Тут надо ее сохранить, я бы сказала. Вот что будет для вас в конце августа важно. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие девы.